От пациента: шум в ушах, левое ухо плохо слышит. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 60 лет, дата исследования 3 сентября 2024 года. Область исследования: головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, размером до 13 мм. Третий желудочек размером 5 мм, четвертый желудочек мозга интактен. Индекс Эванса 0,28. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход: справа миндалины мозжечка пролоббируют в затылочное отверстие на 6 мм, слева на 3 мм. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа. В зоне сканирования, в гайморовой пазухе справа киста диаметром 16 мм, слева киста 19 мм. Пневматизация сосцевидных отростков, с обеих сторон, не нарушена. Заключение: МР-картина минимально выраженной смешанной гидроцефалии, эктопии миндалин мозжечка, кист гайморовых пазух. 15 ноября 2024 года. К.М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, в голове ничего жизнеугрожающего нет, ни опухоли, ни инсульта. Есть небольшая гидроцефалия по возрасту, и миндалины мозжечка расположены чуть ниже обычного, но значения это не имеет. В гайморовых пазухах кисты, с этим лучше к лор-врачу обратиться. Для дальнейшей диагностики я бы посоветовал сделать КТ височных костей.